Самые дорогие и огромные круизные лайнеры в мире. Современные пассажирские корабли поражают воображение не только своими размерами, но и стоимостью. Если вы когда-нибудь задавались вопросом, сколько стоит построить роскошный лайнер, для самых дорогих круизных судов всех времен от американских экспертов. Allure of the Seas – очарование морей и самое дорогое судно в линейке круизных судов класса Oasis компании Royal Caribbean International. Стоимость этого судна обошлась владельцу $1,5 миллиарда. 16-палубный круизный лайнер, высота которого 72 метра от киля до верхнего края трубы, длина 360 метров, ширина 64 метра, корабль способен разместить на борту до 6215 пассажиров в 2702 каютах. Количество обслуживающего персонала составляет 2150 человек. Лайнер совершил свой первый рейс в 2010 году. Пассажиры могут отдохнуть в тени настоящих деревьев. На судне посажен парк экзотических живых растений. На борту судна бассейны с джакузи, водный парк с водной ареной, казино, магазины и бутики, где можно купить любые продукты питания и одежду на любой вкус, 25 ресторанов и кафе. В 2020 году Allure of the Seas прошел реконструкцию стоимостью $165 миллионов. В 7-дневное путешествие на круизном лайнере стоит от $850 до $4500 с человека. Oasis of the Seas – оазис морей. По стоимости строительства круизного лайнера на втором месте. Владельцу корабля обошелся в $1 миллиард 400 тысяч. Круизный лайнер Oasis of the Seas – первое круизное судно класса Oasis, ставшее на момент постройки самым большим пассажирским судном в мире. Первый полноценный круиз-лайнер Oasis of the Seas начал в декабре 2009 года. Это был однонедельный круиз с заходом всего в несколько портов. Из-за колоссальных габаритов судна принять его могли лишь некоторые открытые порты. Сегодня этот плавучий город в течение всего календарного года совершает недельные круизы по Карибскому бассейну. На то время это впечатляющие громадные габаритами судна. Длина корпуса лайнера Oasis of the Seas составляет 360 метров. На момент схода со стапелей это был крупнейший пассажирский корабль в мире. В совокупности с шириной в 66 метров площадь каждой палубы получается поистине огромной, а палуб на этом фантастическом творении инженерной мысли 15. На такой колоссальной площади конструкторы смогли разместить огромное количество комфортабельных кают различного класса, всевозможных кафе и ресторанов, магазинов и также развлечений на любой вкус. При этом, как говорит сама компания Royal Caribbean, отдых на лайнере Oasis of the Seas понравится в первую очередь не любителям вальяжного времяпрепровождения, а искателям приключений и острых ощущений. На переполненных развлечениями палубах этого морского гиганта можно просто потеряться на все время круиза. На судне, способном вместить 6780 гостей и 2200 членов экипажа. Есть театр, более 20 ресторанов, многопалубная танцевальная площадка и даже ледовый каток. Стоимость билетов на круизный лайнер от $900 до $4000 и выше. На третьем месте круизный лайнер Symphony of the Seas – Симфония морей. Владельцу этого корабля обошелся в $1 миллиард 350 тысяч. Лайнер выходит на первое место по размеру, весит более 1100 тонн. Роскошный корабль, способный вместить 6680 пассажиров и 2200 членов экипажа, может похвастаться двумя 13-метровыми стенами для скалолазания, детским аквапарком, ледовым катком, 22 ресторанами и множеством спортивных площадок.
Высота круизного лайнера 72 метра. Длина 361 метр, ширина 47 метров. Спущен на воду 9 июня 2017 года. На лайнере находится двойная горка на высоте 45 метров над уровнем моря, самая высокая из тех, которые расположены на круизных лайнерах. С нее можно прокатиться на перегонки всей семьей. Симулятор серфинга FlowRider прямо на борту. Он также расположен на 16-й палубе, недалеко от горки Ultimate Abyss. Стоимость билетов на круизный лайнер от $1100 до $4000 и выше долларов с человека. На 4-м месте Harmony of the Seas, гармония морей, и строительство круизного лайнера началось 27 декабря 2012 года. 19 июня 2015 года судно было спущено на воду. Стоимость судна составила $1 миллиард 350 тысяч долларов. Имея 2747 кают, судно способно одновременно принять 6687 пассажиров и 2200 членов экипажа. Длина круизного лайнера 362 метра, ширина 47,5 метра, высота 70 метров. На борту работают несколько театров, спортивных площадок и ресторанов. Люксовые каюты Harmony of the Seas оснащены виртуальными балконами, которые показывают то, что находится вокруг судна в режиме онлайн. Harmony of the Seas предлагает 7-дневные круизы по Средиземному морю, из Барселоны в Рим. А также судно пересекает Атлантический океан США, где оно предлагает 7-ночные восточные и западные круизы по Карибскому морю, из порта Эверглейд. Стоимость билетов на круизный лайнер от $850 до $4500. Norwegian Epic, норвежская эпопея. Это первый самый большой круизный лайнер из Norwegian Cruise Line, построенный во Франции. На момент постройки он был третьим по величине круизным лайнером в мире. Спущен на воду 24 июля 2010 года, длина круизного судна 329 метров, ширина 41 метр, высота 61 метр, пассажировместимость 4100 человек, экипаж 1724 человек. Стоимость круизного судна $1 миллиард 200 тысяч долларов. Norwegian Epic достаточно новый корабль, начал курсировать по карибским восточным и западным маршрутам из своего порта в Майами. Norwegian Epic – это взрыв, что связывает роскошь, разнообразие цветов, шума и прелестей Соус-Бич в Майами. И все это на одном лайнере. Внешне Epic выглядел бы идеально, если бы несколько не обрубленная корма корабля. С ней он похож на огромный квадратный кусок сыра. На корабле есть аквапарк с 3 горками, причем горки не простые, а с подкруткой. Есть достаточно большая стена для скалолазания. На корме большой кинотеатр и дискотека, которая располагается частично и на открытой палубе под открытым небом. Длительность круизного путешествия от 4 до 16 дней. Стоимость от $650 до $4500 и больше.